Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и за то, что вот этим жарким началом лета мы с вами вместе анализируем вот этот вот неимоверный период, который начинается. Потому что вот 1 июня, там все привыкли, что День защиты детей, но этот, скажем так, момент... Он, наверное, переломный в этой войне, во всей в принципе, потому что очень плотные были события, ночные события с подрывами, обрушениями, да, непонятно что и как, непосредственно железнодорожных путей. Конечно же, вот эти тяжелейшие удары для российской авиации в день военно-транспортной авиации со стороны Украины дронами через интересную, такую нетривиальную и, я бы сказал, ну, достаточно мощную атаку. В общем, конечно, тема с продолжением войны и эскалацией перед самими переговорами, вторым Стамбулом, вторым раундом, она очень остра, и будем сегодня шуметь по этому поводу. На самом деле, кажется, что мы подходим к какой-то очень важной черте. Но обо всем по порядку. Традиционно, как всегда, как мы любим, это игра в города. Если любите, давайте поиграем. Потому что, ну, игра, конечно, своеобразная, но оказывается очень важно, кто где находится ввиду таких достаточно тревожных событий. Значит, и, естественно, да, очень приятно, что нас смотрят везде. Да? То есть по всему белому свету. Капри, Италия, вот, пожалуйста, Севастополь с нами. Германия приветствует мир, спасибо. Ярославль шумит, потрясающе просто. Ялта, город счастья. Харьков, Ирландия, Словакия с нами, город Одесса, Рига, Люберцы, Бровары. Константин, привет в Бровары тоже. Сочи. Прага снова на связи, это замечательно. Санкт-Петербург, Воркутан, Калуга. Из Армении нас смотрят, и из Баку тоже смотрят. Самара и Хашимин. Вы серьезно, Лео Лаоши? Хашимин? Во Вьетнаме находитесь? Здорово. Владимир Суздаль, Чехия, Чикаго, Иллинойс, так, Тюмень, Луганск, город хороший. Алина, ну да, хороший город Луганск. Чернигов, тоже ничего. Германия, Баку, было, да, Вильнюс. Значит, по правилам нашей игры, вот перечислений, да, кто откуда, надо, слышите свою страну или там, где вы близко, лайк поставьте трансляции, и тогда, конечно, эта игра обретет нужный смысл. Израиль, Гренландия, РТИ, Лисичанск, Евгений Сергеевич, родные места, как говорится. Южная часть города Лисичанска, там я лично вырос. Бишкек, Ереван, Сургут, Рига, Махачкала, Россия, Англия, Ноттингем, Дрезден, Варшава, Краматорск, Казахстан, да, и о Казахстане сегодня вспомним в контексте всех событий происходящих. В общем, друзья, давайте перейдем к нашему сегодняшнему опросу. Мы в конце подведем итоги, да, когда будем уже общаться непосредственно с чатом. Попробуем так вот поблоково, я вижу, что вам понравилось с прошлого шума, когда вот там какую-то тему или блок обсудим, пообсуждаем, да, в процессе, да, поэтому, в общем, чат, не дремайте. Вопросы заблаговременно можно оставить в клубе зрителей в телеграм-канале в частном Шелест или на предложку, то есть это почта, которая тоже в телеграм-канале доступна, она там есть, туда можно отправлять свои мысли, свои чаяния, какую-то интересную информацию и, в принципе, вопросы или темы для обсуждения. Значит, вопрос нашего сегодняшнего вопроса. Каким будет ответ России на удары по аэродромам и атаки поездов РЖД? Варианты ответов. Блэкаут и мосты через Днепр. Ну, то есть вернуться к тому, чтобы выключить Украину от рубильника, и, возможно, будут бить по инфраструктуре. Мосты разные, автомобильные, железнодорожные, то есть удар такой будет инфраструктурный. Орешник по бункерам первых лиц. То есть конкретно будут искать тот самый бункер и лупить чем-то таким очень большим и тяжелым, да, как вот орешником. Тактическое ядерное оружие. Причем за этот вариант, конечно, меньше всего голосуют, и ясное дело, что
Он здесь не потому, что там кто-то хочет, чтобы этот вариант присутствовал, но юридически он после сегодняшней атаки, он рабочий, потому что в доктрине Российской Федерации четко записано, что если идет угроза, которая влечет невозможность ядерного ответа, да, то это уже как бы вот применение ядерного оружия. То есть по букве доктрины там все выписано. Поэтому Тяо сбрасывать со счетов мы не будем, потому что серьезный достаточно был удар. Хоть и, конечно, это как на рыбалке, да, одни показывают вот такую рыбу, другие радуются пескарикам, но тем не менее. В общем, Тяо. Или ответ будет на фронте. То есть мы не увидим какой-то симметричный или асимметричный, или какой-то там мощный дальнобойный удар, а мы увидим все на фронте, причем в самое ближайшее время. Голосуйте, пожалуйста, я вижу, что мнения немножко разделились, но все-таки вся аудитория, которая шумит прямо сейчас, она голосует за то, что ответ будет как раз-таки на фронте. И все это, собственно, да, предваряет вот завтрашние переговоры и завтрашний Стамбул. Несмотря на такую эмоциональность, нормально, делегации сели, поехали. Украинская делегация вооружилась сливом в Рейтерс и официальным указом, где плюс 2 человека Зеленский отправляет в Стамбул для переговоров. Большинство там, как и прошлый раз, военные, глава делегация переговорной группы Умеров. Ну и там план Рейтерс, который четко, детально, как бы дорожняя карта, да, вот с чем едет Украина, мы тоже немножко позже разберем. Значит, вот, смотрите, еще хотел сразу сказать, потому что сейчас мы перейдем к этим всем событиям. Вот Наталья пишет: Саша какой-то радостный, там люди погибли. Смотрите, это вот очень важно, я хочу сказать сразу, чтобы потом не отвлекаться. Друзья, нет никакой радости ни у кого в принципе. Нет, я вижу, что по пабликам там отдельные и личности, и паблики, и открытые, и закрытые, персональные, излучают оптимизм в свете всего произошедшего. На самом деле, вот сразу скажу свою позицию, то, что война не закончится, и то, что сейчас продемонстрировано было, вот эта ответственность за удар по стратегам и по стратегической авиации, которая была персонально возложена на Зеленского и Малюка, вот эти вещи нам говорят об очень приближающихся страшных событиях. Значит, Европа и западные партнеры, там, британцы, вместе там, с американцами, сегодня такой казус был, то знал Трамп, то не знал, они как бы выходят в тень, и собственно, Запад предлагает бить ядерным оружием или каким-то другим оружием, или объявлять официальную войну, или вот это вот, собственно, атаковать конкретно Украину. Украину, которую в очередной раз вот этими действиями подставили, и которую подставили вот именно на этой мировой шахматной доске. Это понятно, что люди, которые там прошлую ночь пережили, по ним летело 400 плюс шахедов по всей Украине. Нам, конечно же, не рассказали, куда они прилетели, все там 380 они там потерялись локационно. Они понимают, что там вот эти стратегии, значит, там, чисто теоретически в ближайшем будущем будут меньше бить крылатыми ракетами, калибрами по территории Украины. Поэтому есть определенный, ну, как бы такой заряд, что новости вот вроде бы их касаются. На самом деле удар по стратегическому ядерному, ну, части вот этой ядерной триады, он касается прежде всего Запада. Прежде всего их, которые как бы в стороне, но которые вот не без них, конечно, все организовали, но четко Financial Times пишет: Зеленский лично руководил и контролировал все, а вообще эта вся идея — это Малюка. То есть опять Украину бросают на амбразуру. Идет действительно очень такая напряженная геополитическая ситуация, и, судя по всему, вот после сегодняшних событий вполне вероятно мы можем как бы стать на пороге вот Третьей мировой в том понимании, в котором все понимают, когда Европа будет противостоять России. Но проблема в том, что о радости нет никакой радости. Украины не будет первой в этой войне. Если она начнется вот так, как, например, сегодня тиражировали министра обороны Британии, который говорит о том, что мы строим там фабрики, заводы, в общем-то, чтобы быть готовыми самим сражаться с Россией.
Еще раз, если кто-то такого уровня это заявляет, это, конечно, может быть пустой треп, но если моделировать ситуацию, если они готовы вступать персонально, это означает, что Украины нет. Или она есть, но очень-очень в каком-то там, не знаю, какой-нибудь Колчак, да, с какими-то Малюк и его команда, может быть, чуть-чуть Буданов и Сырский там какими-то отрядами. Это означает очень плохие вещи для Украины. Прежде всего, да, с точки зрения вот как бы событий и стратегий. Поэтому не надо вот рассказывать, кто-то радуется, кто-то не радуется. Пропаганда делает из нас как бы вот людей, которые там смотрят друг на друга вот глаза в глаза, там, да, как в противостоянии. На самом деле нужно попробовать посмотреть в одну сторону, к чему все идет. Ровно этим мы занимаемся сегодня и всегда в шуме. Это важно, я считаю. Конечно, вот эти все кадры, да, когда с экранчика летит дрон и поражает дорогущие самолеты, то есть дрон $300-600, там, миллионами высчитывается вот эти уникальные самолеты, которые были поражены ну, вот непосредственно на 5 аэродромах. Конечно, эти кадры, они не для украинцев и Украины. Эти кадры, они нацелены для Запада, для того же Трампа, для того же Рютте, для того же НАТО. Вот эти кадры, когда вот пролетает дрон, он как у себя дома, вот эти шины на крыльях, которые вот почему-то, ну, все высмеивают, конечно, эти шины, ничего как бы шины не защитили. Это все показать, что, смотрите, может быть как бы достаточно больно. И как бы вот через украинскую вот эту такую полудиверсионную. Почему полу? Потому что цель — военный объект, понятно. С этих самолетов, которые тоже парадокс, сегодня же 1 июня, да, считается, что это день, когда Украина отдала ядерное оружие и носители. Носители — это вот эти самолеты. И вот, мол, смотрите, прошло столько лет, а вот мы как бы возвращаем. Ну, то есть это такой наносной еще один подтекст или контекст, да, вот этой всей ситуации. Это демонстрация, что вот смотрите, Россия немножко слабее. Ну как немножко? Цифры разные называются, дальше там поговорим, сколько где размещали, как и почему. Но это демонстрация Западу, мол, берите, да, вот, мы сможем. Анна Салам, спасибо большое за поддержку в чате, в суперчате. То есть мы находимся на самом деле на пороге большущих и серьезных тектонических изменений. Потому что после вот этого удара Россия может предпринять все, что угодно. Вот может. И никто, с одной стороны, да, это и нужно Киеву. С другой стороны, ну, простите, когда там летит орешник, ядерная боеголовка или какая-то лютая эскалация на фронте, это очередной виток эскалации, это очередная помощь, деньги, оружие. Это крик на весь мир: смотрите, Россия агрессор, вот у нас тут переговорный трек, а они вот видите, что делают, а мы же вроде как по военным целям, по объектам, а они террористы, стреляют по гражданским. Это не заканчивает войну, вот этот размен и повышение, следующая ступенька эскалации, а наоборот, она заводит ее еще дальше и больше. И поэтому здесь нет никакой радости, ни у кого не может быть, а есть четкий механический расчет. Я встречал очень много, ну вот как по поводу шин, да, сегодня же много там эмоционируют, причем там с украинской, такой яркой проукраинской позицией, как это называют, зетники, да, или, ну, в общем, люди, которые там паблики ведут с зетками, да, вот такие, они вот прямо противоположные, но очень бурные эмоции. И эти эмоции выливаются в то, что вот как бы, а что делать дальше, да? Ну там ничего себе, вот это удар, надо вот срочно бить. А вот наконец-то вот мы ударили. Все, у России самолетов осталось на 2-3 недели, Россия слаба. Сейчас Запад вот увидел, какие мы мощные, сейчас нам еще больше поможет, и мы все вернем. Сейчас я встречал даже такие формулировки, что после этого удара мы ближе стали к границам 91 года, представляете? Хотя речь идет абсолютно о другом, о стратегическом балансе, ядерном балансе. Речь идет о триаде.
И вот эти хулящие там патриоты России, там, власти о том, что смотрите, идет сколько уже СВО, а эти дорогущие уникальные самолеты ничем не накрыты посреди поля широкого в России милой стоят, да, и срисовывают все спутники, даже там сетку никакую не натянули, даже ничего, потому что, ну, во-первых, почему она как бы далеко, мол, беспечность. Ребята, это не беспечность, это четкие договоренности. Каждый раз, когда летят ракеты в Украину, и у нас такие модные мониторинговые паблики, они нам говорят, смотрите, вылет, смотрите, передислокация, смотрите, они прилетели с одного аэродрома на другой, смотрите, мы вот знаем, сейчас будут пуски, мы там увидели, они заряжаются, будет там столько-то ракет, такой-то залп. Это не потому, что такие умные или такие сидят проверенные штирлицы и разведчики. Это потому, что это вооружение должно быть открытым. Открытым, его должно быть видно, это вооружение должно быть, это сдерживающее вооружение. Оно как бы должно присутствовать у сверхдержав, и они должны по договоренности, что если взлетел какой-то да, то он не будет лупить ядерным оружием по там, Вашингтону, например, или по Лондону, или по Парижу. То есть все по определенным каналам обо всем знают. Да? И поэтому это все открыто. Не потому, что дураки, да, и положили шины, а потому что ну, они не могут его закрыть и спрятать. Так уж вышло, так сложилось. Даже над Капустиным Яром, когда летел Орешник или там чего-то испытывали, все равно зона бесполетная, все предупреждены, а вдруг этот Орешник запустится и полетит, например, на Европу. Ну, там до Америки он не достанет, если только там, через Северный полюс или там где-то на севере. Ну, вот это все предупреждается. Поэтому это все эмоции, это буйство эмоций, оно, конечно, сегодня умилило, но на самом деле к логике процессов и реальной опасности большого противостояния и большой войны имеет лишь отдаленное отношение. Все сейчас схватились за эту информационную жвачку и давай считать самолеты, потери, деньги, а как что. Мы сейчас тоже пошумим по этому поводу. Просто я хотел бы вначале вот дать именно вот такой взгляд на вещи. Давайте немножко возвысимся над ситуацией, чтобы было проще думать. Ну и, конечно, обсудим определенные такие яркие моменты. Что принципиально нового? И многие люди, которые там как бы называют себя экспертами в военном деле, или их признанно называют экспертами в военных деле, они говорят о том, что это была уникальная, интересная, креативная и потрясающая какая-то вот спецоперация. Безусловно, ну, как бы есть находчивость, есть идея, мысль, есть военная хитрость, но это не военная операция в чистом виде. Это, скажем так, это операция спецслужб. И это все прекрасно понимают. Но это вот где-то пограничье между военной и спецслужбистской операцией. И больше там именно спецслужбистского сегодня было. Потому что смысл всего происходящего, чтобы фура подъехала поближе. Но ведь мы же были свидетелями, что кто-то где-то какой-то беспилотник выпустил, он чисто физически не может долететь от Украины. Но он там где-то летит. Это означает, это тренировались, это пробовали делать, как-то вот выпускать из каких-то других мест, зашифрованных, засекреченных. Понятно, что дрон там этот не может нанести какой-то большой ущерб. Ну, повредить, вывести из строя или там, допустим, подорвать какой-то склад или какой-то самолет он может. Поэтому нужно было подойти ближе через конспирологию. И были выбраны, конспирацию, и были выбраны вот эти вот, да, как бы грузоперевозчики. Идея о том, что в фуре находится танк, ракета, пусковая установка или какой, это не новая идея. Но дроны – это креатив. Плюс с искусственным интеллектом, плюс со связью. Я больше чем уверен, что связь через интернет и через каналы непосредственно вот этой машины, которая, то есть они были подключены, но мне так кажется. Я в связи там немножко разбираюсь, но не так, чтобы сильно. То есть это полуавтономная история. То есть задача только нажать кнопку, открывается люк из фуры, и вылетают беспилотники и идут на цель. Конкретно туда, что они видят, да, эти беспилотники. Потому что
есть информация, что искусственный интеллект тоже применялся в сегодняшнем ударе. Вот что рассказывает, ну, просто водитель из Оленегорска, рядышком там. У нас война началась в Оленегорске. Вот там плохо видно, наверное, за этим лесом валит дым вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит при въезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска, возле реки Куринга, вон там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него из стена, из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут он приехал, и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Значит, этот человек, он был на этой заправке, да, и, собственно, отъехал, начал рассказывать, что дроны вылетают из-под тента. То есть фура бортовая накрыта тентом, они вылетают и все, собственно, да. И водитель в шоке, ничего не понимает. Вот так выглядел арест водителя на заправке под Иркутском. Вот эта фура, короче. Вот это вот из нее вылетели дроны. Вон там, смотрите, наша вот огонь где был. Вот тут наша пятиэтажка. Вот Новомальтинск. Они ее накрыли, короче. И вот все туда отошли. Вот этого водителя повели. Видите? Вот он, этот водитель, идет в красный. Они его уводят. А вот горит, вот прямо, вот наша пятиэтажка, это заброшенная. Там ничего не горит, говорит, Галя, муж сказал. Не горит уже? Нет, ничего не горит. Ну, горело, огонь-то хуярил. Слава Богу, слава Богу. Ну, то есть там они спорят, горит, не горит. Горит, вы видите, да? То есть это конкретная фура, конкретный человек, вот его повели. Он не при делах, он не в сознанке. Фуры использовались, когда, вы помните ситуацию с Крымским мостом. Фура используется, то есть сам ход не новый. Новаторство заключается в связи, канале, дроне, который подходит ближе. Как говорил предыдущий, ну, скажем так, житель Оленегорска, он говорил, что там нужно было подъехать на точку, и вот он на этой точке конкретной, да, с нее производился пуск. То есть связь обеспечена. Мы видели кадры в самом начале, да, и все их смотрели, как это дрон управлялся, то есть дрон на связи, и, собственно, идет атака того или иного объекта. Вот как это, собственно, выглядит и как люди, ну, понятное дело, они, во-первых, люди, ну, обычные, да, там, водилы такие же, поэтому лексика так себе, но, тем не менее, смысл понятен. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Ну, значит, он, конечно, до чего техника дошла, а зачем мы вообще за рулем работаем, да? То есть мы дальнобойщики, зачем мы вообще работаем? Да, раз вот так вот можно все, сиди дома, управляй. Лучше он коптером управляй, нахуй, груза если... О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь? Это какой-то все дела, блядь, намазали. Еще один, сука, пидорас. Ну вот еще один, да, вот. Ну, то есть вы понимаете, то есть у человека эмоции, да, вот он смотрит, что, вот под Иркутском сообщают, что эти кадры оттуда, и летит. И понятно, что уже все поняли, когда идет атака дронов, подняли все службы, а по что может полиция? Ну, стреляет по этому дрону. Какой-то сбили, какой-то нет. Их на самом деле, этих дронов в фуре достаточно много. И фур тоже планировалось тоже достаточно много. Причем были эксцессы, да, когда вот эти... Это же конкретно Ну да. под Иркутском фура, она загорелась и начала взрываться, детонировать. Ёбаны съездили на рыбалку, блядь. То есть мы видели несколько взрывов, то есть бах, то есть там, это понятно, это один взорвался, потом соседний взорвался. Вот так, собственно, это все наблюдали
местные жители. Не все, правда, наблюдали вот таким образом, некоторые пытались что-то сделать. Да? Конкретно мужики залезли на эту фуру, на этот тент, да? Им бросали камни, и они пытались камнями, там многие, кстати, у нас же все шутят, всем же смешно. На самом деле они камнями пытались закрыть вот этот отсек, когда, чтоб не отъехал. Ну и, соответственно, дроны, чтобы не взлетели, пытались им помешать. Делали это, кстати, и к слову, это очень важно сказать, рискуя, понятно, своими жизнями, потому что один дрон детонирует, за ним следующий, ну и все. То есть мужиков нет, но вот таким вот самопожертвованием, вот таким путем пытались это все остановить каким-то образом. Как могут. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что люди все равно участливы. И я прекрасно помню, да, там какие-то моменты, тоже с войной связаны. Это же 14 года, там, 14 и вот это после 22-го. Наши такие же, то есть они пытаются что-то сделать, даже когда это там есть какой-то риск для жизни. То есть люди везде одинаковы, людям не все равно, они пытаются что-то придумать, даже иногда не понимая, что оно может рвануть все и как бы человек погибнет. Но тем не менее они пытались это сделать. Значит, что из себя представляет этот дрон? Это вот такие, скажем так, дроны, их показали. То есть операцию рассказали, что это такое полностью. То есть полностью взяли ответственность, полностью рассказали, что это как. Специалисты уже тут, я встречал в форумах, не стану пересказывать, потому что это с моей стороны будет такой птичий язык, не очень понятный широкой публике, уже рассказали, что где тут батарея, какая есть, скажем так, да, вот заряд, камера, то есть все уже понятно, где там тротил, где вот, чтобы все четко понимали, что это Украина. Вот видите, стяжечки, эти домашние гренки с чесноком, да, вот здесь все. Это прям официально показывает украинская сторона. Вот эту историю, да, о том, как это было. Эти дроны помещались в определенные домики, да, то есть в определенные, коробки, да, большие, их так называли домики. И выглядело это все примерно вот таким вот образом. То есть большая как бы окруженная вещь, да, такая коробок. Дроны, смотрите, их там достаточно много. Они вот выстраиваются в ряд, то есть там раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, в одном ряду может быть, туда дальше. И вот есть специальный механизм, который по активации открывается, и они вылетают. То есть фуру, зашитую тентом, да, то есть они могут свободно ставить и вылетать. Человек-водитель вообще не в курсе, что, к чему и как, и почему. Но тем не менее. Эту операцию, говорят, 1,5 года или больше года готовили. Эту операцию, говорят, прям очень серьезно к ней подошли. И это, конечно, такой успех, за который все хватаются. Малюк, Зеленский, все вот это личный успех. Немножко позже аналитики, которые войну описывают, они нашли, собственно, где это, то есть по вот этой же фотографии, которую мы видели. Они уже раскопали склад, да, то есть это челябинский склад, он сдавался за 350 тысяч рублей в месяц, там кран есть какие-то, то есть приспособления, складское помещение. То есть конкретно люди поехали, сняли челябинский склад, привезли то ли компоненты, вот, пожалуйста, 350 тысяч рублей в месяц. Сдам складское помещение, Свердловский тракт 28А. Это опять-таки, если верить людям, они по фотографиям прикинули, сравнили, нашли, раскопали. Это военные аналитики, которые, в принципе, войну, да, точно так же раскапывают по местности, находят, что к чему. То есть взяли вот таким вот образом Челябинск, граждан Российской Федерации, там уже есть версии, что там Казахстан рядом с Челябинской областью, и оттуда вполне вероятно могли завести, причем неважно, компоненты или сами дроны.
скорее всего, сами дроны, да, каким-то образом переправили через границу, или там дособирали из каких-то компонентов. А что, ну, СВО же СВО. Дроны же тоже закупают в Российской Федерации, тоже. Нормальный челябинский бизнес, да, вот, собрали дроны. Вполне вероятно, что, может, даже в Челябинске об этом и знали. Это речь идет о тех, ну, скажем так, дальних рубежах. Подобный такой же склад наверняка был где-то в другой стороне, потому что атаковали возле Рязани. Вообще всего 5 было атаковано аэродромов. И вот сняли склад, поставили, начинили, активировали, сели, уехали, покинули страну. И вот это все происходит. Потому что СБУ, когда объявляла об этой операции, они сказали, что, мол, никого не ищите, если кого-то найдут, это все вранье, это все там залипуха от спецслужб Российской Федерации или органов Российской Федерации. Все те, кто участвовали, все уже покинули Российскую Федерацию. Ну, то есть все понимают, что это все подъехала фура, загрузились, тягач, да, и все, и сели, уехали. То есть те поехали по-своему, несколько дней ехали, а те за эти несколько дней покинули территорию Российской Федерации. То есть вот такая история. И, собственно, да, вот попытались достичь вот этого результата. Это авиабаза Белая, тоже Иркутской области, которую мы показывали. Достаточно картинка очень впечатляющая. На эту картинку, собственно, операция и работала. Да, снимаю, он горит. А вон пожарка приехала, наверное. А нет, он горит. Зачем так приближенно-то? Ну, то есть ребенок, видите, едет мимо снимать. То есть это такой, это очень серьезный, такой медийный. То есть это увидели все все сразу поняли. Понятно, что там Российская Федерация, официально Минобороны вышла, сказала, там были отражены удары. То есть по 2 из 3 аэродромов попали, есть там потери, да, или выведены из строя. Ну, как бы Россия не называла четкое число, то есть есть серьезные как бы такие вещи, но, в общем, удар не такой, чтобы сильный, все нормально. По тем 3 другим не доехали или отразили атаку самих дронов. И речь идет о Рязани, по-моему. Но странные вещи происходили с водителями. Ну, нельзя показывать в Ютубе. В общем, нашли задушенного водителя. Другой вследствие там детонации внутри, да, то есть там сгорел, об этом тоже рассказывают. Вот так это в принципе все выглядит, да, то есть идет возгорание вот этой фуры, водитель взял огнетушитель, пошел туда непосредственно, и вот потом произошел взрыв, но конкретно по этому случаю, это Амурская область, это аэродром Украинка, туда, он должен был подъехать туда ближе. Конкретно этот мужчина, как сообщили перед нашим сегодняшним эфиром, он выжил. То есть он пошел гасить, но от этого взрыва. Почему? Потому что взрывы не сильно, ну скажем так, детонирующие. Понятно, там, сколько этот дрон может нести. Плюс эти дроны зашиты в этот короб под потолком, да, с выдвигающимся люком. Но, понятно, получил травмы, вроде как общается с правоохранителями, об этом сообщили. То есть они еще, ну, как бы самовзрывались, да, самопроизвольно. Или дистанционно, или самопроизвольно. То есть какое-то возгорание происходит. Понятное дело, что это может вскрыться. То ли есть пункт самоликвидации, то ли какой-то оператор нажимает где-то кнопку, и это все взрывается, то есть не доезжая до цели. Это рассказ Все вокруг горит, нахуй, фура загорелась. еще одного дальнобойщика, который едет. Понятно, он там, у него... 74-й регион. Будка сгоревшая, нахуй. Ну, в общем, понятно, что он там выражается. Вот так это все выглядит, да, вот так вот он проезжает мимо вот этой будки, из которой вылетали вот эти дроны для атаки по аэродрому. Много, кстати, было вбросов. Ну, этот
на свойственном дальнобойном языке водитель рассказывает о том, что обгорелый был труп водителя. В общем, странное, что с водителями происходило, то ли насильственно, то ли не насильственно, то, в общем, как-то, то ли в несознанке полностью. Но вроде как пытаются через этих водителей на кого-то выйти, но это практически нереально, потому что схема примерно понятна. Склад, груз, подъезжает фура, загружают груз, накладная, вперед, погнал, все. Дальше уже на этом складе, вы же понимаете, никого нет. Да? То есть ему нужно от точки А, от точки Б. В общем, сегодня приходили данные, что Россия, там, пол России стала, потому что спецслужбы начали экстренно проверять все фуры, которые ездят по России. Прям разнарядка была, оно и понятно, что полдня, то есть по всем регионам. Но если так суммировать, то есть такое выражение: у страха глаза велики. Вот это можно было сказать про сегодняшний день. Потому что в разных пабликах запустили вот это видео и сказали: все, Североморск, а там же обслуживаются ядерные подлодки. Ну и там, видимо, и туда тоже доехали, и дроном ударили по ядерной подлодке. Показывали другую еще там картину с, ну, скажем так, да, картинки с гостиницей, да. В общем, это все Оленья, это вот просто районы, и вот там с одной стороны снято, с другой снято, потом разобрались. В общем, Североморск никто не атаковал, хотя и вроде как именитые российские военкоры об этом писали, что вполне вероятно, возможно, этот удар, да, вот, был нанесен по вот и этой ядерной компоненте. Удар по ядерной компоненте достаточно специфическая история, мы с этого начинали. Но примечательно, что искусственный интеллект как бы шагает по планете, и Clash Report публикует сегодня вот такое сообщение. В общем, эксклюзив, опять-таки, да, спецоперация «Паутина», так она называется, эта спецоперация, готовились очень долго, и даже в музее в Полтаве использовали, ну, вот эти макеты, они там в полурабочем состоянии, просто как музейные, да, экспонаты вот этих самолетов Ту-95 и Ту-22, чтобы научить искусственный интеллект, управляющий дроном, бить этот дрон, бить конкретно там какие-то места, куда нужно, по конкретно вот этому самолету. Ввиду такой технологичности и, конечно, такого масштаба, и того, что у страха глаза велики, нам говорят о каких-то несусветных потерях. Это понятно. Россия говорит, потерь там почти нет, да? Украина говорит там 38-40%, 32%. Сегодня так гуляли, что вообще стратегического баланса воздушного, да, дальнобойного Украина за один только день взяла и, в общем, выбила. По сути, мы видим, что из, ну вот Малюк, да, который взял все на себя, то есть конкретно, постановочная фотография с, ну, картой, да, схемой размещения, конкретными самолетами. Вот он как бы вот так вот выглядит, и, в общем, все грозно. К мемчикам, фотожап еще, я просто не хочу засорять эфира, там что Малюк, там директор автобазы, Малюк, там вот смотрите, там первый день лета, как вжарил, в общем, очень много таких радостей, не знаю, наверное, с вот этим изображением можно еще и марку выпустить в будущем. Но тем не менее, он все конкретно персонализировал, замкнул на себя, но, конечно, под чутким руководством самого Зеленского. То есть конкретно люди, первые руководители, нанесли вот этот удар. Это очень важно. Самое интересное, что когда опубликовали вот эту фотографию, люди, знающие, рассмотрели и конкретно увидели белую украинку, до которой не доехали, да, вот этот прошлый эпизод с возгоранием по пути и все. Значит, Северный, да, тоже увидели, Оленью и Дягилев, то есть конкретно увидели. Из всех 5 объектов, 5 целей, рабочих только 2, да, вот там
Иркутская и Оленье, Иркутская и Мурманская области. С других регионов не получилось достать там такие видео, но в принципе 2 места для такого полномасштабного и крупного пиара хватит. Мне сложно, и я думаю, что вам тоже сложно оценить на самом деле, сколько конкретно поразили тех или иных объектов. По-разному, собственно, трактуют и по-разному считают. Те цифры, которые конкретные и четкие, подтвержденные цифры, что важно, они выглядят вот таким вот образом. Это конкретно видно на видео. Это 2 Ту-95, 2 Ту-95 повреждено, 1 Ан-12 уничтожен. Это в Оленье и в авиабазе Белая. 3 Ту-95 повреждено и 2 Ту-22М3 повреждено. Информация, конечно, еще это уточняется. Сложно сказать. Возможно, там дальше немножко больше посчитают. Почему бы и нет. Но журналисты считают тоже совершенно по-разному, опираясь на вчерашнюю информацию о том, что Россия больше 36% стратегической авиации потеряла. Журналист Глагола выписывает о том, что 39. То есть он опирается на данные, что вчера, сейчас поговорим немножко о поездах, которые пошли под откос. И он опирается, тогда пошла вечером новость, что смотрите, там собирается стратегическая авиация на аэродромах. Речь шла об Оленье и Энгельсе. В течение дня Энгельс быстро свернулись все самолеты и улетели подальше. Все сказали, смеются, вот смотрите, там спасаются. Нет, понятно, что вполне вероятно, что и туда ехала фура. Мы не знаем насчет Энгельса. Но о нем ничего не сообщают, и на карте Энгельса нет у Малюка. Ну, ладно. Значит, было сообщение, что собираются с ракетами, много стратегической техники. И вот журналист пишет, что находилось на аэродромах перед атаками 39 тушек, 30 МиГов, 7 Ту-160, 95-х 6, Ил-2 Ила, и там 6 Анов-26 и 2 Ан-12. И в Оленье 40 Ту-22, и 11 Ту-95 и 5 Анов-12. И исходя из вот этих подсчетов и вот этой информации, берут по максимуму. Типа поразили все. Картинка эпичная, дроны летят, поражают, повреждают, уничтожают. Но сколько их на самом деле, мы не узнаем, потому что штука специфическая. Сколько на самом деле КПД, то есть процент полезного действия от вот этой спецоперации, мы тоже не узнаем. Сколько еще машин загорелось, начало взрываться, непонятно что, с водителями вместе, мы тоже не знаем. То есть об этом пока нам не сообщают. И тоже есть сообщение о том, что там в Рязани стреляли по этим дронам, то есть их сбивали еще. Где-то получилось, где-то не получилось. Понятное дело, там, где стратегии очень далеко, никто не думает, что такой маленький дрон долетит. Да? В Рязань тренировалась. Да? Их там били другими дронами, поэтому, видимо, там ПВО работает. Вот то, которое прямо на аэродроме. То есть разные аналитики по-разному оценивают. Кто говорит, что это где-то 50/50 эффективность вот этой спецоперации «Паутина» Малюка Зеленского. Другие оценивают, что 15-20%. Но этого хватило для классной мощной картинки. Очень далеко Оленье, да, вот это Белая, вообще Сибирь в первый раз под ударом дронов. И это уже фактор и показатель. Нужно это все исключительно для этого. Для того, чтобы показать, продемонстрировать. Особенно перед переговорами. Много реакций, много кто высказывается на эту тему, но я вам хочу показать второго после Бога по Конституции Украины, на которую всем плевать, человека в Украине, Стефанчука. Вот что он пишет. Раньше у нас были чумаки. Чумаки — это те, которые за солью ездили на валах, такие огромные тюки соли, и вот они ездили. Раньше были чумаки.
А сейчас дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира. Блестящая операция Службы безопасности Украины, ювелирная работа, впечатляющие результаты. Спасибо президенту Зеленскому, главе СБУ Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Это такая себе современная версия Будапештского меморандума в действии. Нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю, резюмировал Стефанчук. И в подобных комментариях на самом деле очень и очень много. Ради того, чтобы побороться за свою землю, во-первых, все названы персонально. То есть и Малюк, и Зеленский – это их рук дело. Это вот Стефанчук признает, это все средства массовой информации признают. Все. То есть конкретно точка. Бороться за свою землю ценой ядерной войны. В этом стратегия Банковой. Даже если нанесут какой-то ядерный удар, да, там, по Украине, или какой-то просто удар, или что-то, когда вот какой-то придумают ответ, это как лишний повод призвать на помощь еще кого-то. Сами не вытягиваем с тем объемом помощи, который есть сейчас, с тем объемом войск, который есть сейчас, поэтому должны быть все. Все флаги будут в гости к нам. Все приезжайте, все давайте деньги, все... Эта ситуация не про завершение войны. Это вообще все ситуация про, такую страну камикадзе. Безъядерный статус России, шутит Стефанчук, намекая на годовщину передачи ядерного оружия, которую украинцы не могли ни обеспечить, ни профинансировать. И кнопка была в Москве. И вообще там мне писали люди, которые были знакомы с теми украинцами, которые конкретно тогда, брали и везли в Россию ядерные боеголовки. Это очень специфическая история. Эти люди очень сильно болели по понятным причинам, потому что это надо обслуживать еще. Они там в госпиталях пересекались с определенными людьми, и поэтому эта информация дошла до меня. И у них был выбор. Остаться в России или уехать в Украину. Кто-то остался, кто-то уехал. То есть вот такая история была тогда. И вот на это сейчас бьет и намекает Стефанчук. Но борьбой за свою землю нельзя, оправдать совершенно тяжелейшие вещи, которые предварили сегодняшний удар по стратегической авиации России. Это кадры обрушившегося моста, который так вышло, пал на поезд, да, и там 70 человек ранено, 7 убитых, там 71, да, там 4-летний мальчик, ему оказывали помощь, там 11 человек повезли вертолетами авиации скорой помощи в Москву. То есть вот что-то произошло вот так. Почему я говорю, что-то произошло? Потому что даже вот эти жуткие кадры с обрушением моста переиначили в формулировке сегодня. То есть все четко сказали, подрыв, был подрыв. Но подрыв подрывом, но Следственный комитет Российской Федерации переписал эту формулировку. Конкретно. В результате подрыва произошел подрыв. Заменили в Брянской области обрушение, проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате, в общем, машинист и 2 помощника. То есть обрушение или подрыв. Подрыва решили избегать. Потому что понимают Стамбул, потому что понимают, что не очень это с руки сейчас.
У нас даже, у нас имеется в виду в украинских сегментах интернета уже говорят Рязанский сахар 2. Потому что Брянска было два места. Да? И Курск еще один. Тоже мост устал перед переговорами. Вот, пожалуйста. Только это уже мост, это грузовой состав. Тоже получается, обрушился мост. Вообще мосты ни к черту. Причем ездили, а тут вот решили обрушиться. Причем до сих пор некоторые говорят, что это фигурирует версия с подрывом. Даже вот второй эпизод в Брянской области, там есть конкретно даже какие-то следы, да, о том, что пытались взорвать. Это Брянская область у Неча-Жеча, да, вот это вот на этом отрезке железной дороги. Эти фотографии прикладывают как доказательство, что был взрыв, но это только один пакет. Их было всего там 4, 3 нашли, один, собственно, взорвался, там что-то не сработало в одном. В общем, несколько было заложено пакетов взрывчатки. И, в общем, подрыв поездов решили немножко, прикрыть. Ну как, россияне решили прикрыть, а с украинской стороны решили показать. Но, правда, не в Брянской или Курской области. Тоже, вы же видите, какой слог. Это ведомство Буданова, Главное управление разведки. Гуркіт на залізниці. Шум на железной дороге под Мелитополем. Подорван военный товарняк российских оккупантов. Ночью 31 числа на участке возле временно оккупированной Якимовки Мелитопольского района Запорожской области случился взрыв. Подорвали военный поезд российских оккупантов. Товарняк двигался в сторону Крыма. Вследствие взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированной территории Запорожской области и Крыма нарушена. После вот этого шума на железной дороге план перехват объявили, ходят по населенным пунктам, патрули Росгвардии проверяют на блокпостах. К всем, кто въезжает и выезжает, очень придираются. Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается. Слава Украине. То есть, что мы имеем? Мы имеем подорванную опору моста, но не подорванную, с жертвами конкретными, с большим числом раненых, против гражданского населения, потому что это пассажирский поезд. Мы имеем товарняк и имеем еще один случай подрыва железной дороги. Но их никто не признает, и российская сторона тоже так. То подрыв, то не подрыв, то обрушился, то еще что-то. В общем, расследуют. И этой же ночью, чудо совпадений, да? Официально под Мелитополем то же самое, подорвали полотно и повредили этот поезд, да, сказали артерию. То есть это спланированная история. Если нам будут рассказывать, что это просто совпадение, мост устал, это перед переговорами прям в раз и устал. Это тоже такой, наверное, очень низкий прием. Никто не устал. Все ездили, ездят и ездили. Там же прошла информация по поводу этого моста, который, да, с людьми, да, когда произошло это падение, да, поезда пассажирского, что этот мост, его там перекрывали с одной реверсивное движение, с одной стороны в другую сторону. Слушайте, у нас мост Патона в Киеве тоже там реверсивное движение, все что хотите. Так просто не падают мосты перед переговорами. То есть какая-то конкретная, давайте так, сценарий конкретный, конкретная программа. Вот эта история, ГУР,
Стратегическая авиация — это СБУ, там вот эти фронтмены. Все, и вот они как бы работают. А выходит министр Хилли из Великобритании и говорит: мы строим, готовимся, будем сражаться с Российской Федерацией. Все прекрасно понимают там, да, и украинские средства массовой информации, кстати, об этом тоже писали, что кураторство Ми-6, в общем, там все в курсе, все спланировано, все знают. И вот британцы решили там раздухариться, решили повоевать. То есть перед Третьей мировой ставят Путина перед на эту растяжку, мол, давай Третью мировую. Вот будет Третья мировая, вот тогда вот, пожалуйста. Как вам кажется, будет или не будет Третья мировая? Просто мне интересно. Будет ответ во вторник, пишет Марина Колоката. Ну, не знаю. Да, значит, ну, тут понятно, кому-то что нравится, кому-то что не нравится, понятное дело. Спасибо большое Анне Салам за поддержку. Будет, вы считаете, да? Все-таки будет Третья мировая. Нет, ну кто говорит не будет. Кто-то говорит уже идет. Третья мировая идет уже. Ну понятно, да. Смотрите, не будет твердо и четко. Так в этом же вопрос, понимаете? Нет, то, что сейчас, это как раз-таки провоцирование большой войны. То есть, давайте еще раз. По Стамбулу, что принципиально важно? Зеленский, да, выходит и говорит: смотрите, совещание проводит, делегацию назначает. Российская сторона тоже спокойно садится и летит в Стамбул. Делегация. Завтра встреча, 13:00. Вроде как должна начаться, да? Начаться эта встреча. Принципиально важно. Выходит Reuters и четко публикует то, что хочет Украина. То, что она вот будет добиваться. Выглядит это все примерно следующим образом. Значит, ключевые принципы соглашения. То есть, смотрите, удары по стратегической авиации мы держим в уме. Диверсии или ЧП, как пишет российская пресса, на железной дороге мы держим в уме. Завтра переговоры, и вот Украина едет. Что хочет? Полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Значит, возврат депортированных детей, обмен пленными всех на всех, освобождение гражданских. Исключение повторной агрессии, гарантии долгосрочного мира, международная гарантия мирового сообщества, суверенитет. Украина вправе должна вступать в ЕС и НАТО без ограничений ВСУ и союзные войска. Территории аннексии с 2014 года не признаются никем. Переговоры только после прекращения огня. Тоже очень интересный такой ключевой посыл, да, то есть с чем они едут. Санкции, поэтапная отмена, активы России на восстановление или в счет репараций. Реализация, четко сбалансированная дорожная карта выполнения. Следующий шаг. После встречи в Стамбуле переговоры о прекращении огня. Ну, то есть вы поняли. Это вот первый шаг, то все это был. Это дорожная карта Украины. То есть суверенитет, территории не признаются. Как бы фиксируемся на сегодняшней линии, а там дальше пляшем. Репарация обязательно. А вот потом, после Стамбула, переговоры о прекращении огня, меры доверия, подготовка встречи лидеров. И приглашаем тогда США и Европу. 30 дней с продлением прекращения огня. Контролируют США плюс третьи страны. Детей возвращают 2014 года. И пленных тоже. Встреча лидеров Зеленский и Путин согласуют, они уже финальные условия. Ну, то есть после вот этих шагов, да, то есть 1, 2, 3, 4, уже можно ничего не согласовывать, уже все понятно. То есть вы понимаете, что предлагает Украина? Ну и темы, да, на встрече Зеленского и Путина.
окончание войны, гарантии безопасности, территорию будет решать Зеленский и Путин по видению украинской стороны, компенсации восстановления, ответственность за нарушение и итоговое мирное соглашение. Вот такая программа. Вы спросите, а что происходит? А происходит элементарный срыв. Я сегодня писал, что это срыв. Нет, они встретятся. Они обменяются меморандумами. Украинская сторона возьмет российский меморандум, сразу его растиражируют в прессе, скажут, смотрите, какие они негодяи, а вот же мы предлагаем, а у нас же это хороший меморандум. Смотрите, какие там шаги все реалистичные. Все то, как, вот прям как в формуле мира. Предваряется это все тяжелыми ударами по России, репутационными в том числе, ну и военными. Ровно для того, чтобы после завтрашнего Стамбула, а может сегодня ночью, там, до переговоров, чем-то вжарили. Провокация, чтобы вжарили. И Россия бьет, отвечает, и все говорят, смотрите, ну у нас же переговоры тут идут. Только меморандумами обменялись. А тут вот такой ответ. А Россия не может не ответить после такого сегодняшнего дня, как вот был. И получается растяжка. Только вот в таком виде, понимаете? Соответственно, какой может быть Стамбул ввиду этого? Он может быть никакой. Приехали, обменялись, взяли меморандумы, поехали читать каждый в свою сторону, а война продолжается. И все вот эти надежды на какое-то урегулирование, на какой-то там степ-бай-степ, они не просматриваются, потому что за Россией удар. Как это? Возмездие, как кто называет. То есть они обязательно должны что-то вот ударить. Там даже есть такие военкоры, которые пишут, что вот, если ничего не будет, российские, если ничего не будет, то я все закрываю свой канал, вообще ухожу из профессии, что вообще происходит. То есть красиво и четко под дату. Потому что удар этот готовится, ну давайте, там сколько, 72 часа кто-то говорит 5 суток можно подготовить какой-то такой очень болезненный и мощный удар. Да, сейчас многие ходят по комментариям, говорят, так все, уже нечем бить, все стратегические бомбардировщики, все же Украина разрушила. Самое интересное, что бить есть чем. И наверняка будет команда дана, и это все будет. Но это будет уже в другой момент. В момент, когда скажут, так мы ж только после второго Стамбула приехали, а тут вот это вот. Видите, Дональд Фредович, видите, мировые лидеры, вот так вот с Россией договариваться о чем-либо. В этом и идет игра. Плюс, конечно, дайте больше денег, давайте оружие, давайте еще и солдат, давайте все надавим на Россию. То есть вот такая простая логика у Банкова и офиса президента. По поводу эмоций было много эмоций, конечно, и с российской стороны. Вот есть один из таких пабликов, да, значит, можно бороться без ядерки. Надо расстрелять 5000 пленных, показательно под камеру объяснить, что это будет продолжаться. Ну, то есть тоже такой террористический метод, да, на террористический, как бы, на террористическую тактику вот этого там удара или там подрыва опор или, ну, вы поняли, да, то есть вот этих диверсий, диверсионных вещей. Да, эмоций много, оторвано. Но если мне кто-нибудь скажет, что мы разные, ну тогда простите, пожалуйста. Вот я вам привел там, давайте расстреливать пленных там по 500 штук и, ну, мол, так строить дальнейшую коммуникацию. Вот просто это родилось в голове у этого паблика, у этого человека, который его ведет. Так то же самое рождается в голове и у нас. Вот вам, пожалуйста, от партии Порошенко, Харьковский облсовет, депутат Гончарова Ирина. Говорит, расстрелять показательно десяток ухилянтов очень привлекательная идея.
То есть почувствуйте разницу, да? То есть, ну ладно, там паблик, там, ну там кто-то вот, какой-то военкор или какой-то там, ну кто-то ведет этот паблик, да, такой зетный. А это же вроде как депутат, вроде как даже местный, уважаемый человек в Харькове. Расстреливать она ухилянтов собирается в Харькове. Показательно. Показательно. Ну, тут, конечно, там сразу налетели на нее в комментариях, говорят, ой, я возьму этот скрин и буду просить политическое убежище в США. И, ну, и там другие всякие моменты. Ну, вот так. В голове, понимаете, вот эта война. А потом мне говорят, война будет продолжаться. Представляете, если сейчас в голове так много маргарина, а что будет еще через полгода войны? А еще через год войны? А еще через 2 года войны? Ну вот что будет? Просто в головах людей в публичном пространстве. Это же просто. Давайте показать, давайте показательно. Ну, то есть абсолютно теряется нюх вообще. А кто ты, что ты, где ты это пишешь, говоришь публично? Нет. Понятно, что все, может быть, раздухаренные эмоциональными какими-то качелями там, тех или иных спецопераций. Но по сути, если посмотреть в корень, ну нельзя же терять человеческое лицо. Один пленных, другой ухилянтив. Ну, другая ухилянтив. Одинаково. И война идет вот такая, получается, между одинаковыми. Поэтому я в самом начале вас попросил, что давайте не будем вот так радуться, злиться. Это потому, что смотрим мы вот так друг на друга и вот это вот считываем. Кто-то считал радость, кто-то считал грусть, кто-то считал поддержку одних, кто-то считал поддержку других. А надо развернуться мордочками и посмотреть в другую сторону. Вообще в другую. Вот, например, в эту. Сегодня сообщили о том, что был нанесен удар по учебке. Ну, понятно, там этих ударов было 2. Сначала кассетными, потом вот прилетел. В общем, били Искандером. Учебка, сухопутные войска, 12 человек погибло, 60 ранено. Это официально. Неофициально больше. Это люди, которые проходят обучение в вооруженных силах Украины. То есть вы видите там, да, лес, все скрыто, ну, срисовали координаты, и произошел вот этот удар. После этого удара сухопутные войска разразились публикацией. Значит, сегодня, 1 числа, враг ударил, ну, в общем, ракетой по расположению одной из учебок. К сожалению, есть погибшие и раненые. Это было утром, да, то есть это еще пока не было дат, не было времени, не было конкретных подробностей. Но уже подчеркивает, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводили. После, когда услышали сигнал воздушной тревоги, все сразу спустились в укрытие, а пострадавшим быстро оказали помощь медицинскую. Для того, чтобы, в общем, создали служебное расследование, командование и личный состав, в общем, все, расследование, правоохранители. Если вдруг выяснится, что погибшие или там погибли, или травмировались военнослужащие, в общем, по поводу деятельности или бездеятельности тех или иных командиров, или что-то выяснится, сразу всех накажем, то есть вот так вот. Началось это после матери одного из солдат, да, которая подняла в соцсетях у себя как бы вот этот ужас, рассказала о нем. Рассказала и, ну давайте честно, да, и вот это поднялась волна. За волной тотальной перемоги после удара по стратегическим самолетам как-то очень не громко прозвучал в ответ на вот эти события
по поводу удара по центру учебному целого командующего сухопутных войск Украины Дропатова. Того самого Дропатова, которого назначили, который герой, который там брал Мариуполь. Помните, нам рассказывали? Который вот прям надежда Покровского направления. Его бросали и на Покровск, и вообще руководить сухопутными силами. И вот он увидел вот эту историю с попаданием в учебный центр. И пишет, что я решил уйти в отставку. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию 239-й полигон, где погибли воины. Я, командир, не смог в полной мере обеспечить выполнение приказов, не дожал, не переубедил, не изменил отношение к человеку в строю. Вообще-то, конечно, это надо же по-другому читать, наверное. То есть это пишет командующий сухопутных войск. Пока Малюк над картами, пока Буданов на совещании, пока там Умеров готовится, там летит в Стамбул. Сибига тоже сегодня так смешно, да, вот фотографирует, выходит на крыльцо своего дома, поднимает телефон в небо и снимает звуки. Ну, это же шахедов много было, да, ночью, там, под утро, и там они днем летели. И вот он снимает, смотрите, это у моего дома. Мол, я такой же, как... Пока все пиарятся, звучат вот эти слова Дропатова, который талантливый, на которого возлагались надежды. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, утверждают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность – отрава для армии. Я пытался искоренить ее из сухопутных войск, но если трагедии повторяются, значит, моих усилий недостаточно. Круговая порука и безнаказанность. Не может никого наказать. Это командующий сухопутных войск. Выше только Сырский. Ну, имеется в виду по этому табелю о рангах. А он никого не может наказать за то, что прилетело в этот... Ну, вы же смотрите, это же прилетело, всем сразу помогли, всех сразу там перебинтовали, все нормально. Это же сообщение утреннее, помните? Вот только что, да, я зачитывал сухопутных войск. Все нормально, если выяснится. Получается, выяснилось. Что это круговая порука, безнаказанность, долбодятлы командиры. И Дропатый уходит. Получается так. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если я не делаю выводов, если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки, мы обречены. Без личной ответственности нет развития, без развития нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, умирает изнутри. Вдумайтесь в эти слова. Командир несет ответственность за твою жизнь, тогда армия жива. А если нет, тогда армия умирает изнутри. Это диагноз вооруженным силам Украины. Пока все прыгают до потолка от того, что какой-то там Ту подбили, и там считают ядерный баланс, паритет ядерный США и России. И, мол, смотрите, как мы его нарушили. Пока вот нам Дропатый, уходя, говорит главное. Армия умирает изнутри, потому что никто не отвечает за жизнь солдата. 12 погибших, есть раненые, молодые ребята учебного батальона, большинство из них
были, конечно, в укрытиях, они должны учиться, жить, бороться, не погибать. Мои соболезнования всем, кто пострадал, проверку инициировал, всем помощь окажут. Никакая проверка их не вернет, тех, которых убили. Мы не выигрываем эту войну, не построим армию, где честь не слово, а действие, где ответственность не наказание, а основа доверия, где каждый командир каждый день отвечает за приказ, за решение и за человека. Дропатый уходит с этими словами. Дропатый, который только пришел. Дропатый, который, надеялись на него. Леди Би, Марьяна Безуглая, понятно, делится этой новостью и пишет следующее. Сырский так не сделает, но если уступать перед чертями, останутся одни черти. Их совсем не колышет, им не муляет, не колышет, пишет. То есть, Безуглая как бы осуждает его. Мол, нормальный командир сухопутных войск, вырос там такой весь вояка, на Покровске там чего-то продержался какой-то период с момента назначения его и туда, и туда. И говорит, что если как бы Сырский так не возьмет и не уйдет. А вот уступать перед чертями, это означает, что там останутся одни черти. То есть Безуглая Сырского чертом назвала, как бы так поддержав или немножко покритиковав Дропатова. И обращается к Александру Станиславовичу, говорит, что он, Сырский, он убьет пол армии, лишь бы остаться на должности. Поэтому ему нормально. Почему? И к Зеленскому тоже обращается, мол, почему, что да как. То есть в армии происходит какой-то ад, раз вот так. Этих прилетов было много. Никто не отвечает за жизнь солдата. Об этом нам рассказывает Дропатый. Армия умирает изнутри. Мы, конечно, можем фейерверки запустить красивые какие-то, да, там, с какими-то дрончиками, спецоперации классные, там, все. Но когда у тебя армия умирает, а вот взгляд на происходящее в армии, уже как бы, да, не Дропатова, а вот другого человека. На побывку приехал солдат. Представляете, что говорит? Город-герой Харьков. Йоу. Харьков. Йоу. Харьков. Это там, где депутат говорит, надо уклонистов. Показательно. Солдат из Харькова. Знаходжусь на реабілітаційному лікуванні. И между процедурками имею возможность погулять по городу. И вот гуляя, поймал себя на мысли, что если ходишь по гражданке, страшно от ТЦК. Если ходишь в форме, страшно от людей. Если ходишь по гражданке, то боишься ТЦКшников. Если надел форму, то боишься людей. Вот это откровение. Какой-то вечер откровений у нас в эту первую летнюю вечернюю пору. Первые пару дней вышел в гражданке, меня поймали 3 раза. Думаю, буду одевать форму, чтобы не докапывались. Одеваю форму, это такие взгляды на тебя, что кровь стынет в жилах. Как бы я к чему говорю, что в натуре, выдайте вы ТЦКшникам другую форму. По-честному, мне моя жизнь дорога как память. Меня на войне не было. Кажется, что тут сейчас лопатой кто-то как ляпнет по затылку и все. Говорит, на войне не убило, в тылу лопатой прибьют, потому что я иду в форме. Улыбаться до конца дней, блядь. Это такой позор, что вообще я иду в форме, мне стыдно. Давайте другую форму. Другую, говорит, форму давайте на ТЦКшников наденем, потому что ему стыдно.
Несколько раз ТЦКшники ловили, если по гражданке. Люди же мало разбираются. Несколько раз, скажем так, от людей смотрит, он себя не чувствует защитником. Этот человек, который родину защищает. А почему так? Всем ответил Гончаренко. Олексію, повертаючись до теми ось цих от нападів саме цивільних на військовослужбовців ТЦК, на вашу думку, чому люди так поводяться? Чому цивільні дозволяють собі такі дії по відношенню до працівників і військовослужбовців ТЦК? А карається це, зрештою, від 5 до 8 років ув'язнення? 100% ніхто не має права нападати на військовослужбовців і взагалі на будь-кого в державі, тому всі, хто порушують закон, мають нести відповідальність. Але є величезна проблема. Проблема є в тому, що, на жаль, ця відповідальність одностороння. Значит, проблема в том, что ответственность односторонняя. Ну как это? Ты виноват лишь только в том, что хочется мне кушать. То есть ты отвечай, а ТЦКшник не отвечает за свои действия. Повідомте мені, на жаль, я був членом тимчасової слідчої комісії по порушенню законодавства в Збройних силах. У нас є випадки загибелі людей в ТЦК. У нас є випадки побиття людей в ТЦК. У нас є випадки побиття людей військовослужбовцями ТЦК. У нас є відео, як там останнє, коли там, здається, це було в Харкові. Військовослужбовець ТЦК просто б'є людину на вулиці. Виявилось, що вчитель, відповідно, всі мають законні підстави знаходитись в тилу і так далі. А повідомте мені, а хто з цих людей поніс відповідальність? З військовослужбовців ТЦК? Хто пішов у в'язницю за загиблого чи громадянина України в ТЦК за побиття? Ніхто, я не знаю. В мене немає прикладів. Хоч ми не по одному випадку і викликали, і заслуховували, і робили депутатські звернення. І це створило таку певну безкарність. І, на жаль, всі ви люди різні. І є військовослужбовці ТЦК, які абсолютно ганебно себе ведуть. І ми бачимо це на відео, це не фейки. Може скільки завгодно казати, що це вся Росія зробила ці фейки. На жаль, це неправда. На жаль, це і реальні відео, на жаль, це і реальні військовослужбовці. Такі теж є різні. Є люди абсолютно гідні, є люди абсолютно негідні. Але проблема в тому, що ніхто не карає тих, хто веде себе негідно. Ну, получается, что это вот такая история. Нет, Гончаренко тот еще, как бы, жук, но по сути. А солдату что делать? Ему в гражданском ходить или в военном? Ну, или по форме. Потому что ТЦКшник ни за что не ответит. Каста привилегированных. Каста. Причем военный, вы же заметили, да, вот, он же как? Он даже, ну вот если честно, он даже считает себя ниже, чем ТЦКшник. Ну вот, находясь именно вот в городе Харьков, на гражданке, там, где он находится, то есть понятно, что у него там свой табель о рангах, своя там лестница, вертикаль, там, где он служит, но этот паренек, который служит, он боится ТЦКшника. Ну, потому что если по гражданке идет. То есть ТЦКшник бог тыла, понимаете? ТЦКшник выше того, кто воюет или идет воевать. Но зато нам всем дуют в уши, розказують, що воювати повинні всі. Вальсі закінчились. Тобто люди, які зараз ідуть, вони йдуть по необхідності. Дуже багато контрактників, до речі, також. Нових пацанів, які прийшли дядьків. Є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо. Значит, этот военнослужащий Матяш говорит, что ну, кто-то приходит там по своим причинам, кто-то так, кто-то это. Как-то военная, конечно, армия как-то пополняется. Дропатый. Армия, которая умирает изнутри. Дропатый. Наверное, уже экс, ну или пока не подпишут, да, командующий сухопутных войск. А вот этот Матяш сидит в студии и говорит, как-то пополняется, конечно, но это недостаточно. Надо больше. Надо женщин, детей. Все должны воевать. Все. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні, до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами. С женщинами и с пенсионерами. Все должны принимать участие в войне. То ми її не виграємо. Україна перестане існувати як незалежна, унітарна держава. Украина перестанет существовать как независимое государство, если женщины и пенсионеры не станут в строй. Классные перспективки.
не придут в армию, которая уже умирает. Понимаете? Надо женщин и пенсионеров туда. Вот другой вояка. Леонид Маслов пишет. Мне неудивительно, когда представители общества, социопатов, предателей, чтобы оправдать трусость свою, начинают рассказывать, что им тут нечего защищать, что они ненавидят украинский народ как вариант власть, которую он выбрал, что страна им ничего не дала. Ага, а почему же тогда вы тут и не хотят с нами жить? С такими нужно поступать просто. Налог на эмиграцию и до свидания. Просто отдай все свое имущество, которое ты приобрел в Украине, и бежи куда хочешь. Потужно? Я считаю, потужно. Все. То есть, там, как говорят, не хочешь, отдай имущество и свободен. Женщины, пенсионеры, в строй. А вот еще господин Портников выдал интересную сентенцию. Говорит, Киев, вот если не будут воевать, то Киев будет областью в составі Російської Федерації. От кожен має собі сказати, чи хочу я миру? Так. Але якого? Чи готовий я жити в Київській області Російської Федерації? Не буде ніяких обстрілів. То есть он сидит и куражась, говорит, хочешь мира? Да. Ну а ты готов жить в Киевской области Российской Федерации? Не будет обстрелов, ничего не будет. Пропагандистский трюк уровня 3 класса. Хочешь мира? Ну так а в Россию хочешь. Вот чего ты хочешь больше, чего хочешь меньше. То есть понимаете, как с людьми, как с дебилами они общаются вот на этом публичном пространстве, понимаете? Налог на эмиграцию, до свидания. Киевская область в составе России. Хочешь в Российскую Федерацию? Не буде ніяких безпілотників, буде просто триколор перед Київрадою і нормальний розговор на вулицях, тот, який ми зараз слышимо від многих наших соотечественників. Ну, вони не так розмовляють, як я, вони так не вміють, але ну схоже. Умеют по-разному. Умеют покруче, чем ты, Портников, разговаривать на русском языке. Но вопрос в другом. То есть, если ты хочешь мира, значит, ты хочешь, чтобы в состав России. Мир в составе России, нам говорит Портников. Он думает, что он таким образом дискредитирует всех, кто хочет мир. Я вообще заметил эту тенденцию. То есть, если человек выступает за мир, о том, что надо заканчивать войну, она братоубийственна, она там неправильно по сути, она не за то идет, за что нам пытаются рассказать завравшиеся пропагандисты, то ты, значит, хочешь в Россию. Все просто. Все просто. Поэтому приедут в Стамбул Умеров и гоп-компания, выкатят вот этот ультиматум, который я читал, потому что, по сути, этот Стамбул, то, что дорожная карта, опубликованная сегодня Reuters, это ультиматум, получат от России встречный ультиматум, разъедутся и будут дальше воевать. Потому что если ты за мир, то ты хочешь в Российскую Федерацию. Вот такие нарративы. Ну, а тем временем публикуется любопытный список. 2 громады. Великомихайловская и Маломихайловская. Список сел. Березовая, Запорожская, Малиивка, Сечневая, Черновое, Украинка, Межева. Это эвакуация. Эвакуация. В Днепропетровской области. Населенный пункт Заря в Донецкой области. Уже официально под контролем. Были заходы, видео, сейчас официально под контролем Российской Федерации. Эвакуация в Сумской области.
То есть фронт живет своей жизнью. Абсолютно своей. Абсолютно по-другому все выглядит. Абсолютно, ну, то есть параллельным курсом. Прибывают делегации сейчас в Стамбул, вечер, да, вот Мединский, его встречают с телефонами, с камерами, у него проходка между прессой, ничего толком не сказал, единственное, что обмолвился, сказал о том, что, ну, в общем, он уже прочитал, ну, на Reuters, да, уже прочитал меморандум украинской стороны, поэтому завтра во всеоружии будет готов. То есть Мединский на месте, украинцы тоже едут, все как бы идет параллельным курсом. Но какой же будет ответка? Вот где главный вопрос. По поводу ответки спрашиваю у вас. 17 тысяч голосов мы получили. Спасибо большое за то, что, ну, это прям здорово, хороший показатель. Есть, знаете, как выбрать, да, варианты ответов. Какими будут ответ на удары по аэропортам и атаки поездов на РЖД? 7% считают, что ТЯО, тактическое ядерное оружие. 17% орешник по бункерам первых лиц. 28% блэкаут и мосты через Днепр. Ну и 48% считают, наверное, справедливо, что ответ будет на фронте. Тут спрашивает Sunflower, про каких детей написано в меморандуме, это про что вообще речь. Это акция такая, достаточно распиаренная, потужная, о том, что дети, не имеющие родителей, находящихся в заведениях, там, интернатах, ну, вот поняли, то есть, да, без родителей, которые остались без родителей, или так получилось, что во время боевых действий они остались без родителей, и их взяли власти Российской Федерации и отправили, ну, эвакуировали в свою сторону. Вот об этих детях идет речь, их сейчас возвращают. Активно это вот вписано тоже в этот Стамбул, в этот договор. Шелест, а как ты сам ответил, спрашивает Жизель. Ну, это такой провокационный, конечно, вопрос. Как я сам ответил. Я думаю, что орешник по бункерам. Ну, это мое мнение. Я могу ошибаться. Я полностью поддерживаю победивший вариант ответа. Да, все будет происходить на фронте, и все будет по фронту. Идти по фронту и решаться на фронте. Но мой вариант вот такой. Потому что, смотрите, это ведь не просто так. Это приглашение в том числе и сделать вот этот шаг. То есть бить по первым лицам. Удары по первым лицам со стороны Российской Федерации, конкретная, причем там охота вот такая, да? Это же что? Это опять рейтинг, это опять вот это все. Вот мы скрываемся, мы там вот здесь. Это как вот, мне сразу напомнило, вот вспомнили про Мариуполь, помните, мэр Мариуполя, который там в Мариуполе и не был, сидел где-то там за городом, вещал типа из подвала с флагом сзади. А потом выяснилось, что там люди страдали, там, умирали, погибали под бомбами и хоронили себя, ну, своих близких во дворах. А он все это время рассказывал. Вот, в принципе, такая история может масштабироваться в случае охоты и под провокацией на это. Ведь объявление о том, что это мы, это я, Малюк, а Зеленский это суперруководитель, куратор всего на свете, это сделано ровно для того, чтобы Россия приняла решение бить. Бить. Значит, вопросы, да, вот из предложки. Инна Попова спрашивает, нет ли желания сделать с Николаем Азаровым интервью? Спасибо за ваш труд. Николай Азаров, он по горному делу сейчас академик Российской Академии Наук. Представляете, вчерашние новости?
Ну, вот интересно. Так, смотрите, в чем дело. Сейчас мы заходим в тот период, когда речь, похоже, будет идти о войне и мире, а не об экономике, а не о каких делах мирских. Вы заметили, что это, кстати, очень популярная мысль, и я, если честно, ну, достаточно был обескуражен. Ну, вот смотрите, а страной кто занимается? Шмыгаль, получается. Зеленский, он совещание проводит, говорит, вот мир, вот это все, Стамбул. А страной кто? Кто жизнью занимается? Кто там, не знаю, пенсионеров защитит? Вот сейчас выпускные проходят, да? Сейчас, наверное, будет там размен жесткий. Уже сейчас там воздушная тревога в Киеве, да, и в ряде областей. Понятно, что они там как проучились в подвалах, так и будут поступать дальше. А куда им поступать? Ну, то есть такие моменты. А девочек больше в классе, чем мальчиков. В несколько раз. Единицы пацанов. Потому что люди берут своих мальчиков и увозят. Потому что у этих планка будет как бы падать, и они будут воевать, воевать и воевать. Ну, это вот ответ на вот эти все призывы, что должны же все воевать, и пенсионеры, и женщины. Сейчас женщин начнут увозить. Страной никто не занимается. Все занимаются вот этим всем. Пиаром и войной. Добрый вечер. По привычке Александр. В связи с сегодняшними событиями хотел бы спросить, Роман, понимают ли подпотужники, недолидеры подпотужники, что в Украине ядерной триаде в связи с измененной доктриной может иметь серьезные последствия, или, спрятав свои задницы в бункерах, в столице один хрен ложили на все остальное население страны, особенно на приграничные районы, поскольку ПВО центра и у нас приграничных явно разные по возможностям. Или же они четко осознают и эскалируют процесс, подталкивая к Третьей мировой. Они четко эскалируют и подталкивают к Третьей мировой. Потому что за Третьей мировой сгорят все награбленное. Ну, имеется в виду, никто с претензией не придет. То есть, если ты там цокнул чашечку и трещинка пошла, да, к тебе придут и скажут, а что это такое? Надо разбивать полностью весь сервис. Тогда уже твой грех никто не заметит. И плюс еще, конечно, ресурсы и стать на плаву, остаться на плаву за счет войны. Да? А последствия будут, я думаю, будут. Но какие, вот мы должны посмотреть и как-то понять, какие именно последствия. Так. Александр, как скажешь, Оскар Джаримбетов, с точки зрения аналитики, когда англосаксы прекратят со славянами борьбу за территории, когда обезжирят Британию окончательно. Может, и когда... Ну, смотрите. Ну, когда прилетит по Британии. Так. Александр, добрый вечер. Это прямой. Конечно, прямой. Прямее всех прямых. Водила сам в прицеп с дронами зашел, и произошел взрыв. Его выбросило взрывной волной, на шее остался след малюка. Ну, были сообщения, что он выжил, да, после этого. Фиша для Трампа, его все устраивает, все понимают. В Стамбуле ничего не будет. Вот понимаете, в чем дело? До вот этих диверсий мне казалось, что есть шанс и надежда на Стамбул. Сейчас фикция. Фикция. Потому что если вот этот список и то, что я зачитывал из пунктов дорожней карты украинской стороны, ну, Россия это не примет. Россия получила удар достаточно болезненный, военный. Ну, точнее как, удар, который провоцирует на военный ответ. Он полувоенный, еще раз. Тут же просто вдуматься, понимаете? А если вот, например, взять эти дроны, засунуть в фуру,
подъехать к любому правительству в любой стране, мэрии, не знаю, там, банка, вот просто богатого человека, например, да, нажать кнопку, они вылетят, уничтожат. То есть мы вообще на пороге абсолютно других вещей. То есть, а это придет все в организованную преступность, потому что это дешево, потому что технологии понятны, ну, плюс-минус понятны, и там в софте можно разобраться легко. То есть у каждого бандита будут свои дроноводы, вот эти сбросы, скиды вот эти, да, и там всякие мавики и все остальное. Мир вообще изменится. То есть, если там нормальный человек, вот как я, например, да, я вот думаю, что дроны это же хорошо, это красивое шоу на ночном небе, это доставка там еды, или доставка вещей, или доставка каких-то там продуктов, ну, чего-то такого, да, там, это может быть даже первый шаг к какому-то, ну, как вам сказать, развитию там, да, даже там малого воздуха с точки зрения перемещения, имеется в виду, ну, как в фильме «Пятый элемент», да, вот эти такси, которые не ездят по дороге, а летают. То есть это вот туда надо смотреть. А это все будет применяться не так. Это как оружие будет применяться. Бандформированиями, группировками, которые будут разборки между собой учинять, там, главарей мафии, президентов, каких-то правительств, каких-то бизнесменов, банкиров убивать, понимаете? Ну вот куда движется человечество. Андрей, Алекс, вопрос. А вы 2 дня назад надеялись на прекращение огня? Не на само вот прекращение огня, но на то, что дипломатическим образом Украину согнут в бараний рог, и она пойдет по этому пути. А пока, ну, по пути, ну, стамбульских, да, вот этих, как это, ну, сближений позиций. То есть, потому что американцы четко отправили Украину на этот Стамбул. Четко просто. Именно американцы. И мне вот показалось, что будет так. Правда. Но когда вот эта диверсия произошла, то тут уже прекращение огня маловероятно. 100%. Саша, если уничтожить все самолеты УРФ, может тогда им нечем будет херачить? Да будет им херачить, Иван Ивушкин, поймите, пожалуйста. Самолеты — это самолеты. Есть наземные установки, есть куча еще всего, корабли, есть стратегии. Ну, то есть, понимаете, ну, у них это просто, понимаете, это ядерные отряды. Уничтожить все самолеты вряд ли получится. Эта операция сегодняшняя, замах, конечно, на рубль, выхлоп там на, не знаю, 15 копеек. Потому что, ну, мы понимаем, что больше рассказала пропаганда, там, по сути, не такое большое поражение, но, тем не менее, оно было. Как прецедент это очень важно. Как прецедент, что такое может быть в этой войне. Ну, такие методы, такие подходы, это все вот эти синтенки, вот эти, которые там, аналитические центры, они будут думать об этом, они будут притворять это все в жизнь. Это очень важный прецедент, то, что случилось сейчас. Но выхлоп будет другой. Это сейчас, знаете, это как вот это вот там Украина разогнала там российский Черноморский флот, выгнала его там за Можай, туда, все. Но потому что у нас есть там надводные дроны. Чего нашли, как бороться с надводными дронами. И с этими дронами найдут, как бороться. И с такими такими хитромудрыми операциями тоже найдут, как бороться. Это все война в этой плоскости, она тоже развивается. Вопрос только, что это долго и не нужно гражданскому населению. Нормальным, обычным, простым людям, которые хотят жить в нормальной стране, которые хотят будущего для детей, которые хотят профессию, чтобы человек получил. Не звание и военную специальность, а профессию, призвание по жизни. А ему рассказывают, что твой ребенок, вот он рожден воином. Вот так вот. Страна воинов. Нет, это страна людей, которые могут что-то создавать и созидать. Не разрушать, а созидать.
Ведь так, если разобраться, а что вот создали в Украине? Вот создали. Ну, кроме там цифрового этого, не знаю, там офиса, ДИИ и так далее. Так в России тоже так подобное, там, ну, не ДИИ, ну что-то, в общем, подобное, как это называется тоже. Госуслуги, там тоже через интернет можно все. Ну, то есть, оно в принципе похоже, да. Там, тут это. Создавать, когда будем, строить какие-то большие проекты, какие-то позитивные вещи, которые приносят пользу людям, а не убивают. Стратегические бомбардировщики практически не используются в СВО, так что херачить есть с чего. Но это последнее время. Вообще используются стратегии, использует Россия для пусков калибров. Это вот не было их какой-то период. Есть с чего херачить. Есть наземные установки, баллистика, куча всего. Искандеры те же. Уже никогда, Катерина Максимова говорит. Ну, не знаю. Мне кажется, что есть шанс. Всегда. Шелест Саша, как думаешь, почему Путин молчит? Трамп не проснулся. Ну, сейчас Трамп проснется и... Так а что, смотрите, с точки зрения... Вот тоже, почему Путин молчит, вы спрашиваете? А что ему сказать? Ну вот, если есть решение там объявлять войну или там бить ядерным оружием, сегодня, кстати, там попалось мне когда-то, ну так я достаточно серьезно воспринял, на самом деле, правда серьезно, что Путин возьмет, предупредит гражданское население, как обещал, что будет бить орешником куда-то и ударит. Ну как бы тоже такой момент, да, своеобразный. Предупредит, будет бить, ударит, но орешником. Ага, значит, Зеленский вышел с своим обращением, говорит, что офис операции по атаке на российские аэродромы находился рядом с управлением ФСБ в одной из областей России. Всего, по его словам, было задействовано 117 дронов, а поражено 34% стратегических крылатых ракет. Офис нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из областей. Всего операции было задействовано 117 дронов, и соответствующее количество операторов дронов работало. 117 человек. Поражено 34%. Наши люди действовали на территории различных российских регионов в 3-часовых поясах. Наши люди накануне операции с территории России вывели. Сейчас они в безопасности. Те, кто нам помогал. Ага. Сейчас они в безопасности, те, кто нам помогал. Вот так вот. То есть Зеленский... Вот это, кстати, очень серьезный поворотный момент. Зеленский, комментирующий спецоперацию, спецслужб. Вот вы спрашиваете, почему Путин ничего не комментирует? Потому что комментирует Зеленский. И это на самом деле очень зря. Понятно, тут задача унизить ФСБ, там что рядом с управлением, был наш офис какой-то, да, ну, то есть мы людей выявили. Но это не должен говорить президент. Сегодня пиара было выше крыши. Малюк рассказывал, за Малюка рассказывали. Ну, здесь нужно было просто коротко, наверное. Ну, мне так кажется. А то, что он взял на себя вот это все, то это плохой знак. Помните вот эту книгу, которую он листал? «Убить тирана». США принудят Зеленского капитулировать. Ну, нет, не придумают. Нет. Шум, шевели умными мозгами, не фейки, не ведемся. Где надо, подыгрываем. Миру мир, Риму фиг. Да, спасибо большое. Спасибо за честный ответ. Согласен с вами. Нужен мир, а не новые банды под названием ТЦК. Действительно. Делегация будет завтра с обеих сторон. Это точно. Точно будет. Но я же говорю, сорван процесс. Понимаете? Тут же важен процесс. Процесс, который может привести к прекращению огня и дальнейшему урегулированию. Саша, Максима Шевченко еще ждать? Пока не ждите. Ну, не знаю.
как-то враги не дремлют везде, поэтому вот так. С ним все нормально, но вот пока не ждать. А, Как вы думаете, если устранить Зеленского, война закончится, и людей в Украине уничтожать не будут? Наталья Манченко. В том-то и проблема, что не закончится. Понимаете, в чем дело? В том-то и дело, что не закончится и будут, но многое поменяется. Многое поменяется, но не закончится. Так. О каких переговорах речь? Переговоры с убийцами, нонсенс. Жуков с Гитлером вели переговоры. Дональд точно не на ту лошадь поставил. А мы еще не знаем, на какую лошадь поставил Дональд и выиграет ли он, если честно. Да, тревога по Киеву, да. Скажите, зачем России сейчас Стамбул? Чтобы добиться своего с наименьшими потерями. Техники и людей. Но задача всей этой войны, чтобы у России было как можно больше потерь разного рода. Сил, средств, финансов, людей. Вот поэтому это все не заканчивается. Так, Шелли, сделай интервью с Арестовичем чаще. Татьяна Петрович, спасибо, что ждете. Следующее интервью с Арестовичем предварительно вторник. Вторник вечер, поздно. Не завтра, а вторник. Сегодня у Пригожина день рождения. 64 года. Ничего себе. Не знал, кстати. Здравствуйте, Александр. Можете ли вы пригласить в эфир Ливана Первели? Уважаемый пользователь, Ливан Первели умер. Болел, умер. Поэтому не могу. Это на другие каналы, где общаются с умершими. Да, День защиты детей еще то. Саша, а что бы вы передали себе тому, который был год назад, у того Александра, у которого не было санкций, ходили все в эфир? Спасибо, с Днем защиты детей. С Днем защиты детей, Денчик, спасибо за вопрос. Спокойнее. Спокойнее. Все идет так, как должно идти. Просто надежда, что все-таки все будет хорошо, понимаете? Ну вот, или как нехорошо, она уже хорошо не будет. Наилучшим образом, с наименьшим количеством жертв, потерь, как крови, слез. Ну вот их так много, меньше еще. Но, извините, умножать горе и страдания на x2, например, да, в 2 раза, или там в 3 раза, как вот сейчас просматривается перспектива, извините. Неискренние миротворцы. От этого разочарования. Александр Шелес, когда ожидать пятничного СПОК, скажите, пожалуйста. Да вроде будет, Антон спрашивает, Андрей, в следующую пятницу. Гордона с Головановым. Вы знаете, где их смотреть. Смотрите Гордона с Головановым. Да, Ливан умер. Почему больше нет интервью втроем с Бондаренко и Щелиным? Планируем завтра интервью втроем с Бондаренко и Щелиным. Единственное, что непонятно пока по времени. Там часовые пояса, предварительно есть договоренность. Посмотрим. То есть завтра включайте. Я думаю, что получится все в этом карколомном периоде. Небо шумное, как сейчас, давно не было. Да, действительно.
Юрий, как Шелест, когда вами начали войну с Россией, ты думал, что все будет хорошо? Да, вы знаете, я всегда думаю, что все будет хорошо. Вами это какой вы имеете в виду год? Какой? Ну, 14-й? Там вообще все должно было закончиться за 2 недели. Ну, реально, все, как бы все разрулили, все со всеми договорились, все хорошо. 22-й, ну, отбомбилась Россия, сели на переговоры, все, договорились, Стамбул подписали, войска ушли, жесты доброй воли, все, должно было быть все хорошо. Сейчас тоже. Просто спираль эскалации идет вверх, вверх, выше и выше, надо как-то ее обрывать, останавливать. А для этого нужны мысли, позитивные идеи, позитивные. Не давайте мы сейчас 34% стратегической авиации уничтожим. Та, которая открытая, на воздухе, которую под открытым небом не прячут, а та, которая вот, ну, должна быть видна, чтобы все чувствовали себя в безопасности. И скажем, что это наша победа. Ну, а потом, сейчас будут просто идти, мне кажется, торги на гораздо большем уровне. Вот сейчас. Вот сейчас они начнутся. Ну, а в Украине будет... Я очень надеюсь, что все-таки будет дан приказ идти на определенные условия окончания войны. Но это должны договориться с Западом. Некоторые аналитики пишут, что это стратегическая авиация сегодня как предупреждение для России, что может быть еще там больнее и там серьезнее. Есть такие мнения. Или это такое приглашение к торгам достаточно серьезным. Или там, чтобы Россия шла на условия Запада, да. Но эти условия, проблема в том, что они же не публичные, потому что то, что сейчас выкатила украинская сторона, это как бы формула мира. Ну, давайте откровенно, это просто, это хотелки, это вот такое видение, дорожная карта украинская, да. Она абсолютно не сочетается, она прямо противоположная будет по всем пунктам российской. Но есть же третий согласованный вариант, чего Запад хочет от России, и, мол, как бы такое предупреждение. Полуконспирологическая история, но тоже имеет право на жизнь и место быть. Да, СНВ-3 запрещено прятать стратегическую авиацию. Да, это я имею в виду. Добрый вечер, хотелось бы. Да, значит, спасибо, заметно гордиться. Да. Саша, как вы думаете, это последняя острая эскалация перед окончанием? Нет, ну дальше только ядерный удар. Нет, ну смотрите, мне кажется, что будет еще на фронте эскалация, вот это вот спецоперация. Дальше только ядерный удар. Поэтому надеюсь, что да. Кто будет после Ермак будет после Зеленского. Александр, некоторые чистят мозги. Я думаю, вам санкции к лицу, выздоровели. Это еще минимум ввести 4-30 санкций, чтобы... я понял, чтобы против всех украинцев ввести санкции. Дело не в санкциях, друзья. Дело совершенно в другом. Я очень благодарен вам за то, что вы побывали на сегодняшнем шуме. Мне всегда очень... Вот 120 минут, да, там 2 часа, и все равно мне пишут, это много, Шелест, это много. Поставьте, пожалуйста, лайк, если нормально. Первый день лета все-таки. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы завершили сегодняшний разговор мыслью, наверное, о самом главном. О том, а что будет с детьми. С нашими детьми. Ну вот. Там, россиян, украинцев. Причем неважно, там славян или разные народности. Вот неважно по национальности.
вот этими детьми, которые вот живут на этой территории, вот в этой всей лжи, ненависти купаются. Сегодня День защиты детей, который Зеленский отменил и перенес на 20 ноября. Чтобы типа быть ближе к западным, ну вы поняли, ценностям или там, традициям тех или иных дат. И сегодня очень я радовался, когда там, ну, в разных пабликах, там, есть там школьные паблики, есть какие-то там другие, люди все равно поздравляли с Днем защиты детей. Желали мирного неба над головой детям, желали, чтобы ужас закончился, поддерживали там, да, тех детей, у которых там папу забрала война и так далее. И эту дату тоже перенесли. Но мне кажется, что, ну, уже я не знаю, что можно. 8 марта только можно перенести. Ну, разве так можно? Брать и так издеваться над... Ну, уже ладно там традиции, исторические даты, какие-то там юбилеи, события, личности, персонали. Над детьми зачем издеваться? Давайте думать о своих детях, давайте все-таки учить их хорошему. Я понимаю, что мир такой, что сейчас непонятно, где хорошо, что такое плохо, и даже взрослому тяжело разобраться. Но давайте хотя бы думать об объективно хорошем. Вот объективно хорошем этому учить детей, чтобы они объективно хорошими выросли людьми. Вот такие слова в завершение я бы хотел сказать в этот шум начинающегося лета 25 года, 1 июня, День защиты детей. Всем добра и света, хорошо.